Всем привет! В этом ролике вяжем вот такой интересный узор. Узор плотный, но одновременно и эластичный. Отлично подойдет и для вязания шапок. Можно его вязать как по кругу, так и поворотными рядами. Так он выглядит с изнаночной стороны. Раппорт узора 4 петли. Хорошо будет смотреться и из тонкой пряжи, и из толстой. Я вязала узор в 2 нити из носочной пряжи Gazal Happy Fit Unicolors. Такой моток на 50 грамм, здесь 165 метров. Составит 25% полиамида и 75% мериносовой шерсти супервош. Идеальный состав для вязания носков. Мой цвет 3564, красивый весенний зеленый оттенок. Для работы производитель рекомендует спицы 2,5-3 мм, но я вязала узор в 2 нити на спицах номер 4. Пряжа очень мягкая и нежная, присутствует красивый матовый лоск. Из этой пряжи можно вязать не только носки, но и любые изделия. Подойдет и для людей с чувствительной кожей. Изделия из нее выходят шелковистыми. Отлично подойдет и для вязания детских изделий. Отличная неколючая пряжа с хорошим метражом и составом. Возвращаемся к нашему узору. Набираем количество петель кратное 4 плюс 2 кромочные. Первый ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 1 лицевую, 2 изнаночные, лицевая, следующую петлю тоже провязываем лицевой, рабочую нить переводим вперед, возвращаем 2 петли на левую спицу, обвиваем их нашей рабочей нитью, перекидываем на правую спицу. Обвиваем мы каждые 2 лицевые, стоящие рядом. Провязываем 2 изнаночные, далее 2 лицевые, рабочую нить переводим вперед, возвращаем на левую спицу 2 лицевые, обвиваем их, перекидываем на правую спицу. Вновь провязываем 2 изнаночные, 2 лицевые, рабочая нить вперед, обвиваем ею 2 лицевые, обвитие петель туго не затягивайте. Будем так вязать до конца ряда. Каждые 2 лицевые, стоящие рядом, обвиваем рабочей нитью. 2 изнаночные, 2 лицевые, рабочая нить вперед, возвращаем 2 лицевые, обвиваем, перекидываем на правую спицу. В конце ряда 2 изнаночные, 1 лицевая и кромочная. То есть первую и последнюю лицевую мы здесь не обвиваем. Каждый четный ряд мы провязываем по узору, так как у нас лежат петли. Над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные, в том числе и при вязании по кругу. Довязываем ряд. При провязывании петель следите за расположением стенок. Петли всегда провязывайте за ближайшую стенку, чтобы они не скрещивались. В третьем ряду у нас перекрещивание лицевых с изнаночными. То есть мы будем смыкать 2 лицевые. За работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем изнаночную, лицевую. Далее перед работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем лицевую, изнаночную. То есть перекрещиваем лицевые так, чтобы они у нас оказались сверху. Вводим спицу за работой во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем петли по узору, у нас здесь изнаночная, лицевая. Перед работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем лицевую, изнаночную. То есть вот мы соединяем 2 лицевые. За работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем изнаночную, лицевую. Перед работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем лицевую, изнаночную. Довязываем таким образом ряд до конца. Первую лицевую перекрещиваем влево, вторую лицевую перекрещиваем вправо. То есть здесь просто постоянно идет перехлест петель. Четвертый ряд провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Довязываем ряд. В пятом ряду у нас обвитие 2 рядом стоящих лицевых. Провязываем 1 изнаночную, 2 лицевые, рабочую нить вперед, обвиваем ею 2 лицевые, перекидываем их на правую спицу. 2 изнаночные, 2 лицевые,
обвиваем. Вяжем таким образом до конца ряда. Шестой ряд мы вяжем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. В седьмом ряду перекрещивание петель, но теперь мы уже разводим 2 лицевые. Перед работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем лицевую, изнаночную. Получился перехлест петли вправо. Далее за работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем изнаночную, лицевую. Получился перехлест влево. Так будем вязать до конца ряда. Перекрещиваем петли так, чтобы лицевые оказались сверху. Сначала перед работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем лицевую, изнаночную. Далее за работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой, провязываем изнаночную, лицевую. Сначала перехлест лицевой вправо, затем перехлест лицевой влево. Довязываем ряд. Восьмой ряд провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Далее узор повторяем с первого ряда на нужную нам высоту. Такой красивый, интересный узор. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.